Всех приветствую на канале Виктория Вяжет. Мы продолжаем вязать большого сантика. Ссылки на первую и вторую часть оставлю в описании под этим видео. Мы с вами связали уже руки, ноги и тело. В этом видео свяжем шею, голову и оформим лицо. Белую и красную пряжу обрезаем и меняем цвет пряжи. Концы белой и красной пряжи между собой завязываем. Вяжем шею. В 36 ряду провязываем за заднюю полупетлю. Вяжем 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 37 ряду провязываем 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Вяжем голову. В 38 ряду провязываем за передние полупетли 24 прибавки. В конце у вас должно получиться 48 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда 24 прибавки. Провязали, у вас должно получиться вот так. В 39 ряду вяжем 7 столбиков без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 54 столбика без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. С 40 по 47 ряд провязываем по 54 столбика без накида. Всего 8 рядов. Провязывайте самостоятельно 8 рядов. Провязали 8 рядов по 54 столбика без накида. Теперь будем добавлять наполнитель. Особое внимание уделяем шее. Она должна быть набита плотно. Теперь будем вставлять глазки. Ставлю крючок ровно посередине между ног и веду его к голове. Глаза будем вставлять между 44 и 45 рядом. Находим 44 и 45 ряд и между ними ставим пометку. От пометки отсчитываем 3 столбика без накида и вставляем глаз. С другой стороны также отсчитываем 3 столбика и вставляем глаз. После того, как убедились, что глаза вставили ровно, закрепляем их. В 48 ряду вяжем 7 столбиков без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 48 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 49 ряду вяжем 6 столбиков без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 42 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Можно начать набивать голову. Будем набивать еще по ходу вязания. В 50 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 36 столбиков без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 51 ряду вяжем 4 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Набивайте голову и проверяйте, чтобы шея хорошо была набита. В 52 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязываете самостоятельно до конца ряда. В 53 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 54 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 55 ряду делаем 5 убавок и затягиваем отверстие. Все, голова готова, приступаем к ее оформлению. Делаем утяжку. Я беру полухлопковую нить такого же цвета. Вставляю иглу между 37 и 38 рядом. Делите глаз пополам и в эти места будем делать утяжку. Смотрите на видео, как я делаю. Оставляем длинный хвостик и выводим иглу рядом с хвостиком. Расстояние между ними 1 столбик. Пальцем придерживаем нить, чтобы она затянулась под глазом. Затягиваем глаз и держим оба конца в натяжении. При необходимости поправляем глаз, чтобы он смотрел прямо. Хвостик держим в натяжении и делаем утяжку точно так же на втором глазу.
Теперь утягиваем два глаза равномерно. Но сильно глубоко глаза не делаем. Между глаз должна получиться небольшая горбинка. Держим натяжение и завязываем в узелок оба конца. Теперь концы прячем вовнутрь. Все, утяжка глаз готова. Теперь белой полухлопковой пряжей делаем белки на глазах. Вертикально делим глаз пополам и в эти места будем вставлять иглу. Оставляем длинный хвостик. Сразу переходим на второй глаз и точно так же вышиваем белок. Теперь приклеиваем белки. Кончиком иглы немного наносим клей. Обратите внимание, я наношу клей на саму пряжу, а не на глаз. Прижимаем белок и держим. У меня клей быстро схватывается. На втором глазу делаем точно так же. Все, белки готовы. Делаем узелок и нитки прячем вовнутрь. Теперь черной полухлопковой нитью делаем стрелки на глазах. Смотрите на видео, как я это делаю. Сразу переходим на другой глаз и вышиваем стрелку. Сразу вышиваем брови. Выводим иглу там, где заканчивается стрелка, на ряд выше. Ширина брови 3 столбика. Также вышиваем бровь над другим глазом. В конце делаем узелок и нить прячем вовнутрь. Вышиваем нос между 43 и 44 рядом. Ширина носа 3 столбика.
Сначала посередине вышиваем полоску. Теперь вышиваем полосу над первой линией. Старайтесь сильно не затягивать. Третью полосу вышиваем под первой линией. Также вышиваем полоски вторым слоем. Я возвращаюсь на место, где изначально заводила иглу. Делаю узелок и прячу нитки вовнутрь. Вяжем бороду. Набираем 22 воздушные петли. В первом ряду провязываем, вяжем во вторую петлю от крючка 5 полустолбиков с накидом. Далее 5 столбиков с накидом. Провязываем в одну петлю 2 столбика с накидом. Далее вяжем 5 столбиков с накидом.
И провязываем 5 полустолбиков с накидом. В конце у вас всего должно получиться 22 столбика. Провязали первый ряд. Делаем воздушную петлю, поворачиваем и со второй петли от крючка провязываем 6 полустолбиков с накидом. Это у нас второй ряд. Далее провязываем 4 столбика с накидом. Провязываем 2 прибавки из столбиков с накидом. Далее вяжем 4 столбика с накидом. И провязываем 6 полустолбиков с накидом. В конце у вас должно получиться всего 24 столбика. Провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. Без воздушной петли поворачиваем и начинаем вязать со второй петли. Провязываем 6 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 3 столбика с накидом. Провязываем прибавку из столбиков с накидом. Провязываем 2 столбика с накидом. Провязываем прибавку из столбиков с накидом. Далее провязываем 3 столбика с накидом. Далее 6 полустолбиков с накидом. В конце провязываем соединительный столбик. В конце третьего ряда у вас должно получиться 24 столбика. Все, борода готова. Провязываем воздушную петлю и нить обрезаем.
Находим середину бороды. В третьем ряду между прибавками мы делали 2 столбика с накидом. Это будет середина. Прикладываем к лицу. Борода должна быть прямо под носом. Расстояние от глаз до края бороды 7 столбиков. И с другой стороны также. Расстояние должно быть одинаковое с двух сторон. Для того, чтобы пришить бороду ровно, надо ее закрепить. Край бороды должен лежать от 41 до 43 ряда и немного захватывая 44 ряд. С другой стороны точно так же. Пришиваю белой швейной ниткой. В 2 нити на конце оставляем петлю. Пришивать бороду будем между воздушными петлями и первым рядом. По бокам бороду тоже пришиваем. Закрепляем нить. Пришиваем, делаем небольшие стежки. Далее пришивайте самостоятельно. После того, как пришили, иглу выводим за бороду. Закрепляем нить, делаем узелок и прячем вовнутрь головы. Теперь эти концы спрячем вовнутрь головы.
Теперь черной полухлопковой нитью вышиваем рот. Вышиваем между первым и вторым рядом. Вышиваем 2 полоски шириной по 2 столбика. Вышиваем как бы галочку, вторую полоску заводим под первую линию. И в это же отверстие заводим иголку. Проверяем, чтобы рот был вышит посередине. Теперь на изнаночной стороне закрепляем нить. Делаем 2 узелка и обрезаем концы. Вяжем уши. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. И в кольцо провязываю соединительный столбик. Оставляем длинный хвостик для пришивания и обрезаем нить. Вяжите второе такое же ухо. Пришиваем уши сразу за бородой. Сначала пришиваю середину уха. Потом пришиваю верхний край уха. И вывожу иголку под нижний край уха. И в конце пришиваю нижний край уха. Прячу все концы вовнутрь головы. Одно ухо готово. Пришивайте второе ухо самостоятельно. Теперь из кожаного шнура будем делать лямки. Но сначала на внутренней стороне я обработаю прозрачным лаком, чтобы кожа не сыпалась. Лак у меня обычный для ногтей. Наношу одним слоем до нужной мне длины. Также лямки можно связать из коричневой пряжи. Набрать нужное количество воздушных петель и связать один ряд столбиками без накида. Я приготовила 2 отрезка примерно по 20 сантиметров. Концы шнура мы будем прятать вовнутрь, поэтому оставляем с запасом. Вы отмеряете на своей игрушке, сколько нужно длины шнура. Там, где переход от штанов к кофте, я этот ряд считаю как кофта, чтобы лямки получились равномерно по длине. Находим середину между ног и ведем к кофте.
Отсчитываем от этого столбика еще 3 столбика и вставляем лямку. Вставляем небольшой кусочек лямки вовнутрь. Можно помочь себе ножницами, но будьте аккуратны, можно поцарапать кожу. Теперь вставляем лямку на задней стороне. На задней стороне сами регулируйте ширину между лямок. Теперь фиксирую лямки клеем. Я наношу клей кончиком иглы, промазывая по внутренней стенке шнура. Другой стороной иглы я придавливаю, чтобы клей схватился. То же самое делаю и с другой стороны. Вторую лямку закрепляем также. В итоге расстояние между лямок у меня получается 8 столбиков. Таким образом у меня лямки смотрятся равномерно по ширине и высоте. Также аккуратно промазываем клеем. Там, где перекрещиваются лямки, можно тоже зафиксировать клеем. На этом все. Увидимся в следующем видео.